Сирия. Асад свергнут. Протурецкие исламисты наступают и берут Дамаск за 11 дней. Сирийские демократические силы, то бишь курды, получают несколько районов Сирии под военный контроль. Проамериканские силы борются с протурецкими, хотя те и те вооружены по американским стандартам. Но давайте обо всем по порядку. С вами коллектив канала Перемен, и сегодня мы расскажем вам, как Сирия скатилась до жизни такой и как ведут в этой ситуации себя коммунисты. А перед началом нашего изыскания по данной теме мы вам советуем подписаться на наш канал в Telegram. Там мы публикуем новости с классовой оценкой происходящего. Рекомендуем к прочтению книги в рубрике «Что почитать?». Разбираем мифы в рубрике «Разбор фальсификаций». И, конечно же, сообщаем о выходе новых видео, ведь оповещения плохо приходят. Вы всегда сможете там связаться с нами, поделиться новостью или задать интересующие вас вопросы. А совсем скоро мы будем оповещать о проведении собраний интернет-кружка. Подписывайтесь на этот YouTube канал, ставьте лайк и не забывайте ударить в колокол, чтобы вам приходили оповещения о выходе новых роликов. История Сирии очень насыщена и нас считывает несколько тысячелетий, начиная с 4-го тысячелетия до нашей эры. С 16 века до нашей эры на юге Сирии существовал город Дамаск, который первоначально находился под властью египетских фараонов. В дальнейшем Сирия стала важным центром истории христианства, ведь согласно Библии апостол Павел принял христианство именно по пути в Дамаск, а затем жил в Антиохии, где ученики Иисуса Христа впервые стали называть себя христианами. Затем пришел ислам и закрепился в Сирии в 661 году, когда Дамаск стал столицей арабского халифата при династии Омейядов. В это время халифат представлял собой могущественное государство, простирающееся от Пиренейского полуострова до Центральной Азии. Дамаск стал культурным и экономическим центром всего арабского мира и уже в 8 веке являлся одним из крупнейших городов мира. В XII веке на территории Сирии образовалось государство крестоносцев, просуществовавшее менее 100 лет. С XIII века Дамаск стал провинциальным центром империи мамлюков. С 1517 года Сирия на 4 века вошла в состав Османской империи. Накануне Первой мировой войны территория современной Сирии все еще входила в состав Османской империи. После поражения в Первой мировой войне Османская империя развалилась, и многие ее земли оказались под контролем других стран. В 1920 году появилось Сирийское арабское королевство с центром в Дамаске. Королем стал Фейсал, позже он стал королем Ирака. Но независимость Сирии была недолгой. Через несколько месяцев французская армия захватила Сирию, победив сирийские войска в битве у перевала Мей-Салун 23 июля. В 1922 году Лига наций разрешила Великобритании и Франции забрать себе земли Османской империи. И в этом же году режим прямого контроля сменился на административное управление от Лиги наций. Позже Палестина была разделена. Земли восточнее реки Иордан стали отдельной страной Трансиордании под контролем Великобритании. Все в том же 22-м Франция получила от Лиги наций право управлять Сирией. В 1926 году Сирию разделили на Ливан и Сирию. В том же 26-м и в Ливане приняли конституцию, которая подтверждала право Франции управлять страной и разрешила выбирать президента и парламент. В 1936 году Сирия и Франция договорились, что Сирия станет независимой, но в 1939 году Франция отказалась это сделать. В 1940-м Францию оккупировали немецкие войска, и Сирия стала частью режима Виши. Нацистская Германия послала свои самолеты в Сирию, чтобы помочь мятежникам в Ираке. И уже в 1941 году британские войска помогли свободной Франции во главе с генералом Шарлем де Голлем захватить Сирию. 27 сентября 1941 года Франция дала Сирии независимость, но оставила там свои войска до конца Второй мировой войны. 26 января 1945 года Сирия объявила войну Германии и Японии. В апреле 1946 года французские войска наконец-то ушли из Сирии под давлением СССР. После этого Сирия много лет поддерживала отношения с СССР. В 1947 году в Сирии появился парламент и началась политическая борьба. Основными силами были Сирийская социальная националистическая партия, профашистская, антисемитская и симпатизирующая нацистам. Вторая – партия арабского социалистического возрождения. Третья – коммунистическая партия Сирии. Тогда она была в подполье. После обретения Сирии независимости
начались атаки на сирийских евреев, коих жило от 15 до 19 тысяч человек на территории Сирии. Их бизнес бойкотировали, эмиграцию в Палестину запретили, а преподавание иврита в еврейских школах ограничили. После решения ООН о разделении Палестины в Сирии прошли еврейские погромы. В Алеппо разрушили 150 домов, 5 магазинов и 10 синагог. От 8 до 75 евреев были убиты, несколько сотен ранили. Многие евреи бежали в Турцию, Ливан, будущий Израиль и США. Погромы продолжались, и евреи бежали в Израиль, США и страны Южной Америки. В Дамаске и Латакии сейчас живет меньше 100 сирийских евреев. В 1948 году сирийская армия участвовала в арабо-израильской войне. После войны в парламенте начались обвинения в адрес правительства. Военные ввели чрезвычайное положение, и правительство ушло в отставку. К власти пришел полковник Хусни аз-Займ. Он отменил Конституцию 1930 года, запретил политические партии и стал президентом. В 1949 году он был убит, и власть перешла к полковнику Сами Кинауи. Он восстановил гражданский режим и выбрал Народный совет. Большинство в нем получило Халебское отделение Национальной партии, выступавшее за союз с Ираком. Военные, лидером которых был Адиб аш-Шишакли, были недовольны союзом с Ираком. 19 декабря Кинауи сместили. 5 сентября 1650 года приняли новую конституцию, по которой Сирия стала парламентской республикой. Но в ноябре 1651 года конституцию приостановили, а парламент распустили. В 1953 году Шишакли стал президентом после референдума. В 1954 году к власти пришла военно-гражданская коалиция во главе с Хашимом бей Халидом аль-Атаси. Они вернули конституцию 50 года. Уже в 1954 году большинство мест в парламенте получила партия арабского социального возрождения Баас. Как покажут события, социализм в названии было обманкой. На выборах в 1955 году президентом стал Шукри аль-Куатли при поддержке Саудовской Аравии и консерваторов в парламенте. 15 марта 1956 года Сирия, Египет и Саудовская Аравия подписали договор о коллективной безопасности против Израиля. В ноябре 1956 года Сирия подписала договор с Советским Союзом. В обмен на военную технику коммунисты получили влияние в правительстве. Турция беспокоилась, что Сирия может забрать Искандерун, но дебаты в ООН остановили угрозу войны. 22 февраля 1958 года на волне популярности панарабского движения прошло объединение Сирии и Египта в единое государство, Объединенную Арабскую Республику, с центром в Каире. Президентом нового государства стал египетский лидер Гамаль Абдель-Насер. Вскоре Насер распустил все сирийские политические партии, что вызвало недовольство среди сирийцев. В Сирии началась масштабная национализация сельского хозяйства, промышленности и банковского сектора. Руководство СССР поддержало образование нового государства, предоставив УАР кредиты, объявив об участии в более чем 50 проектах индустриального строительства. Однако недовольство объединением Сирии продолжало нарастать. Сирийцы считали, что все ведущие позиции в государстве заняли египтяне, а они оказались в ущемленном положении. Это недовольство переросло в открытый мятеж, и 28 сентября 1961 года в Дамаске под руководством группы офицеров произошел государственный переворот. Египтяне попытались подавить сопротивление, но это было безуспешно. В результате было создано национальное правительство во главе с Маамун аль-Кузбари. Таким образом, Объединенная Арабская Республика просуществовала всего 3,5 года. После того, как Сирия вышла из конфедерации, власть в стране перешла к либералу Назиму аль-Кутси. Он вернул национализированные предприятия их прежним владельцам. 28 марта 1962 года в стране прошел военный переворот, организованный армейскими офицерами. Аль-Кутси и его премьер-министр были арестованы. Через 5 дней сторонники прежнего режима свергли временное правительство, и Аль-Кутси снова стал президентом страны. 8 марта 1963 года в Сирии прошел очередной военный переворот. К власти пришла партия арабского социалистического возрождения ПАСФу. В 1964 году была принята новая конституция, которая закрепила роль ПАСФ. Страной начал управлять Амин аль-Хафез, который стал проводить социалистические реформы. Снова была проведена национализация ключевых отраслей экономики. 23 февраля 1966 года в Сирии произошел пятый за 4 года переворот. Его организовал Салах Джадид и Хафез аль-Асад. Амин
Аль-Хафез был свергнут, но ПАСФ осталась у власти. Социалистический путь развития Сирии не изменился. В 1967 году в ходе шестидневной войны голландские высоты были захвачены израильтянами. Удары израильской авиации нанесли значительный ущерб экономике. Из-за неспособности правительства восстановить промышленность после войны в 1968-69 годах начались антиправительственные выступления. В ноябре 1970 года в ПАСФ прошел исправительный переворот. Его возглавил Хафез Аль-Асад. И группировка Салаха Джадида потеряла власть. Сирия стала главным союзником Советского Союза на Ближнем Востоке. СССР помог Сирии модернизировать экономику и вооруженные силы. В 1973 году Сирия вместе с другими арабскими странами напала на Израиль. Однако арабам не удалось победить, и через 18 дней война была прекращена. По решению Совета Безопасности ООН после войны в 1973 году была создана буферная зона между Израилем и Сирией. В настоящее время голландские высоты находятся под контролем Израиля, но Сирия стремится вернуть их. В 1976 году по просьбе правительства Ливана сирийские войска вошли в эту страну, чтобы остановить гражданскую войну. Здесь мы остановимся и скажем, что Баас вообще первоначально это ливанская партия. И очень иронично, что, по сути дела, ливанские такие околофашисты пришли к власти в Сирии, в Ираке и, по сути дела, в Ливии. Она завершилась в 1990 году, когда в Ливане было сформировано правительство Дружественной Сирии. Сирийские войска покинули Ливан только в 2005 году после убийства ливанского премьер-министра Рафика Харири. Сирия поддержала Иран в Ирано-Иракской войне в 1980-88 году. В 1976-82 годах в стране продолжалась вооруженная борьба исламистов против правящей партии Баас. Она сопровождалась массовыми выступлениями и террористическими актами. Эти события получили название Исламского восстания. Во главе восстания стояла суннитская организация «Братья-мусульмане». Запрещена в РФ, является террористической организацией. Ключевым событием стала резня в Хаме в феврале 1982 года. Сирийская армия нанесла авиаудары, а затем взяла штурмом город Хама, который был оплотом оппозиции. По разным оценкам, от 17 до 40 тысяч человек погибли, в том числе 1000 солдат. 10 июня 2000 года умер Хафез Аль-Асад, который руководил страной почти 30 лет. В результате референдума его сын Башар Аль-Асад стал президентом. По некоторым данным, во время Израиля-Ливанской войны в 2006 году Сирия поставляла оружие организации Хезболла. 27 мая 2007 года на референдуме Башар Аль-Асад был переизбран на новый 7-летний срок. Его поддержали аж 97,62% избирателей. В марте 2011 года в городе Дар-А на юге страны, а затем и в других городах начались массовые протесты с требованием изменить существующий режим. Эти акции, часто начинавшиеся по пятницам после пятничной молитвы, получили название «Пятничной революции». Требования участников были самыми разнообразными, от отставки правительства до полного свержения режима. В ответ на это руководство страны пошло на значительные уступки. Были отменены законы о чрезвычайном положении, о СМИ и политических партиях, а также объявлено о проведении демократических реформ. 11 декабря 2012 года информационные агентства сообщили, что США больше не признают Башара Асада в качестве лидера Сирии и делают ставку на вооруженную оппозицию, известную как Сирийская национальная коалиция. 3 июня 2014 года в Сирии состоялись первые выборы главы государства с момента прихода к власти партии Баас в 1963 году. На этих выборах Башар Асад был переизбран на третий срок. К лету 2014 года восточная часть страны оказалась под властью исламского государства. ИГИЛ, запрещена на территории РФ, является террористической организацией, провозгласившая создание халифата на части территории Сирии и Ирака, со столицей в городе Арак. К апрелю 2015 года в результате боевых действий 3,9 миллиона сирийцев покинули свою страну, еще 7,6 миллионов стали внутренне перемещенными лицами. Большинство беженцев нашли убежище в Египте, Иордании, Ливии и Турции. Около 200 тысяч человек переехали в европейские страны. Из-за этого в июле 2015 года число мигрантов у границ Евросоюза достигло наивысшего показателя с начала введения подсчета в 2008 году. По мере восстановления контроля властей над территориями начался процесс возвращения беженцев, и порядка 1 или 2 миллионов готовы вернуться в свои дома. После серии серьезных поражений в 2015 году, таких как потеря городов Идлиб и Пальмира, а также захват авиабазы
Абу-эд-Духур, официальный Дамаск обратился к России за военной помощью. 30 сентября Россия официально подтвердила переброску в Сирии авиационной группировки из нескольких десятков самолетов и вертолетов и подразделений обеспечения. 30 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин отдал приказ о применении ВКС РФ в Сирии в качестве поддержки президента Башара Асада в войне против вооруженной оппозиции исламского государства, запрещена террористическая. 22 октября 2019 года два правителя встретились в Сочи. Один из этих правителей совсем недавно подавался в СМИ как коварный враг и предатель, войска которого сбили российский самолет. Но то время прошло, а сейчас идут дружеские переговоры. Тема обсуждения стала вторжение турецкой военщины в Сирию с целью задушить курдскую автономию. Господин Эрдоган дал подробное разъяснение целей и задач операции. Мы не раз замечали, что с пониманием относимся к шагам Турции. Своей цели Эрдоган не скрывает. Мы подписались под конкретным соглашением. Благодаря этому документу на сирийской территории мы не позволим создать сепаратистские образования. Начиная с завтрашнего дня мы будем осуществлять наш проект. На протяжении 150 часов они будут отодвинуты на 30 километров. Это соглашение не защитит курдов от турецкой агрессии, а лишь развяжет им руки. Кто в этом сомневается, вспомните Мюнхенский сговор и обещание Гитлера, что Германия хочет только мира. История всегда повторяется. Сущность соглашения, совместное патрулирование сирийской территории в 30 километрах от границы, отношения с пониманием, просто и наглядно. Фактически способствование оккупации Северной Сирии, будет ли Турция неоднократно, плевавшая на соглашение, оккупировавшая Африн и установившая там свой марионеточный режим, соблюдать его в этот раз вопрос риторический. Снова проводим параллель с Мюнхеном. Курдское население в этих территориях окажется без защиты, без своих сил самообороны, и ни к чему хорошему это не придет. Даже Песков заявил, что результатом будет турецкий каток по курдским территориям. Асад все время тратил деньги сирийцев не на выстроение экономики, не на армию, а на себя любимого и семью. Итак, они имели большой дворец в пригороде Дамаска, роскошную коллекцию элитных машин, среди которых Lamborghini Diablo, Mercedes-Benz, SL65, AMG Black Series. Стоимости только этих двух машин примерно $1 миллион. 19 квартир в Москва-Сити, стоимость которых примерно $40 миллионов, недвижимость в Дубае, часть которых записана на родственников Асада, вилла площадью более 1200 квадратов на острове Пальма Джумейра и апартаменты в этом же самом районе площадью порядка 200 квадратов. Сотрудник сирийской разведки заявил, что Асад вывел в РФ $135 миллиардов. Ну такой чисто человый парень. Поэтому в 2022 году, за 2 недели наступления протурецких террористических сил, возглавляемой группировкой Хаят Тахрир Аш-Асам, которая тоже запрещена и является террористической, режим семьи Асада, существовавший 50 лет, рухнул. Командование сирийской арабской армии, чьи силы последние дни позорно отступали и сдавали крупнейшие города фактически без боя, объявило о капитуляции. Наступление группировки Хаят Тахрир Аш-Шам все еще запрещено, начавшееся 27 ноября, когда в соседнем Ливане действовало перемирие между Хезболлой и Израилем, стремительно захватило Алеппо, второй по величине город страны, а на следующий день стратегически важный Хаму. Латакия тоже пала, Дамаск пал, короче, все. Сирия смотрит в бездну варварства. Как и наши сирийские либералы, в понедельник умеренно-либеральные французские СМИ открыли для себя нового героя, лидера исламистов, джихадиста Аль-Джулани. Заголовки провозглашают его новым сильным человеком Сирии, а статьи иллюстрированы фотографиями разорванных плакатов с изображением Асада и сброшенные статуи, изображающие его и его отца. Джихадист, прошедший подготовку в рядах Аль-Каиды, запрещена, насколько можно помнить, и она террористическая, она уже устроила немало терактов ужасных в Ираке, и перешедший через исламское государство, все еще запрещена, действительно следит за своим имиджем. Он сменил одежду исламского повстанца на военную форму, дает интервью CNN, позиционирует себя как прагматика, проникнутого религиозной толерантностью. Осталось только вступить в защиту женщин и сексуальных меньшинств, чтобы его приняли во Франции. Это точно сработает, главное, чтобы не Хамас. Министр иностранных дел Жан-Ноэль
Барра подтвердил свою готовность поддержать Сирию в ее политическом переходе после падения Башара Асада и уточнил, что поддержка Франции будет зависеть от соблюдения прав женщин, прав меньшинств и международного права. Однако, как бы эйфория, выраженная нападением на символы власти, не сменилась разочарованием. Силы, занявшие место Асада, не сулят радужного будущего. Во всех смыслах этого слова. Джихад для них точно важнее, чем социальные требования. Если еще в 2013 году Аль-Джулани заявлял желание установить в Сирии строгую теократию, то с 27 ноября он демонстрирует признаки хорошего демократического поведения, явно для западных стран. В своих речах он упоминает выборы и говорит, что народ сам может выбирать законы, которые должны соблюдать все. А с момента захвата Алеппо его группировка публикует заявления, адресованные христианским, друзским и даже алавитским меньшинством, чтобы обнадежить и успокоить их. Лидер Хаят Тахрир Аш-Шам даже устроил себе купание в народе в исторической цитадели Алеппо. Молодежь снимала его на смартфоны, прежде чем он сел в свой белый джип и отправился обратно на фронт. Однако с ними или без него сирийский конфликт давно вышел за рамки национальных границ. Европейские страны, США и страны Персидского залива, возглавляемые светскими интеллектуалами в изгнании, как это было с Ираком. С исчезновением власти баасистов, поддерживаемых Россией и Ираном, на Ближнем Востоке роль Тель-Авива стала еще более очевидной. Израильские бомбардировки позиций Хезболлы в Сирии способствовали продвижению Хаят Тахрира Аш-Шам. Будущее Сирии на данный момент решается далеко от Дамаска, внешними игроками, которые перекраивают Ближний Восток. Лев Троцкий отмечал, что не существует единого сценария перманентной революции, который бы подходил для всех стран. В каждой стране свои особенности. Речь идет о сирийских курдах. Это не те курды, что живут и борются на территории Турции, но те и те стоят в РПК. Как относиться к РПК – это очень сложный и противоречивый вопрос, который, однако, не означает, что что-то определенное плохое. Об РПК невозможно говорить отвлеченно, без рассмотрения тех условий, которые ее породили. И уже один только факт переплетения судьбы партии и целого народа говорит нам о том, что дело РПК уже давно стало достоянием миллионов людей в Курдистане. РПК – это яркий пример работы марксистского закона комбинированного развития, описанного Троцким. Когда левая социалистическая партия, созданная при поддержке СССР, оказывается в условиях чудовищной по своей жестокости и накалу национальной освободительной борьбы, имея своим врагом нескольких государств при чудовищной бедности самого курдского народа. РПК столкнулась с внутренними противоречиями между вопросом классовым, то есть вопросом пролетарской революции, и национальным вопросом. Рожава – это слаборазвитая аграрная область, где доля городского населения минимальна. Тем не менее, здесь есть очень важный фактор – национальная освободительная борьба. Курды – многочисленный народ без собственной государственности, который уже много столетий подвергается раздирающим действиям со стороны различных империй. В этом смысле опыт Рожавы схож с опытом Китая и Кубы. Основная социальная база здесь – это крестьяне, объединенные в общины, племена или являющиеся единоличниками. Об экономике и системе власти Курдистана доступно не так много информации, однако, судя по имеющимся данным, его можно отнести к пролетарскому государству. Аграрный способ производства в этой стране уже утратил классовый характер, а индустриальный еще не развился в полной мере. Промышленные предприятия чаще всего представлены в форме кооперативов. В целом, уровень развития Курдистана можно сравнить с СССР в начале 20-х годов. Что касается бюрократических возвращений, которые часто встречаются в подобных странах, то у курдского государства пока нет предпосылок для их развития, так как индустриализация и урбанизация еще толком не начинались. Но что действительно поражает, так это отношение к женщинам, которое стало визитной карточкой Рожавы. По заявлениям самих курдов, почти половина бойцов отрядов народной самообороны составляют именно женщины. Это поистине уникальный случай, особенно в тех краях, где господствуют мусульмане. Там роль женщины всегда была незначительной. В Курдистане же женщины играют серьезную роль как в армии, так и в политике. Феминизм в развитых странах пережил свой бурный расцвет в начале и середине 20 века. Однако 21 век стал для феминизма эпохой застоя, причем как на Западе, так и в странах третьего мира. Именно поэтому опыт Рожавы бесценен для современного женского движения. Первоначально большинство в СДС действительно были курды, однако скоро все изменилось. Успешные совместные действия арабов и курдов во время битвы за Эр-Раку
заставили многие арабские группировки присоединиться к альянсу. В 2019 году Центр Вильсона провел исследование, согласно которому из общего числа респондентов 68% были арабами, 17% курдами, 12% крестьянами, процент езидами и 0,6% туркоманами. По оценкам самих СДС, в то время 50 или 70 их составляли арабы, 30 или 50 курды, 5 христиане, 2 езиды и еще 2 этнические. Туркоман Талал Али Сила говорил, что 90% роста присоединившихся к СДС с момента начала операции составили арабы. Ответственный по внешним связям Ападжис Загроз Хива, пресс-секретарь Союза общин Курдистана КСК, заявил: Британия, США и Израиль заключают грязную сделку с Турецкой Республикой по поводу курдов в Сирии. Они пытаются выставить Аль-Каиду умеренной силой. Несмотря на то, что многие страны внесли ХТШ и предложенные изменения в его публичном облике, чтобы казался более умеренным. После прекращения огня в Ливане, ХТШ стала более активной в Сирии, и быстрые операции привели к полному захвату Алеппо всего за 3 дня. Силы, защищавшие Алеппо и Хаму, в первую очередь Хезболла, иранские подразделения и поддерживаемые Россией сирийские войска, не смогли удержать свои позиции из-за отсутствия серьезных войск России на данном участке. Мы переживаем исторические моменты в Сирии, становясь свидетелями падения авторитарного режима в Дамаске. Это изменение – возможность построить новую Сирию, основанную на демократии и справедливости, которая гарантирует права всех сирийцев. Сейчас единственную силу, противостоящую мусульманам, Раджаву, атакует израильская авиация. На данный момент уже уничтожены склады оружия и боеприпасов в Камышло, вблизи Хасеки. Опыт борьбы курдов и РПК полезен для понимания, что даже перед лицом огромных империй борьбу трудящихся невозможно игнорировать, что, используя передовую науку Маркса, можно достичь поистине огромных по значимости перемен.